Что нам дает милостыня? Она нам строит, да, обустраивает наш дом в небесах. Вот, я вам расскажу очень короткую историю про апостола Фому. Это был такой апостол, да, ну знаете, там есть Петр, Павел, да, а был такой Фома, его еще называют Фома неверующий. Может быть, слышали, да? Он, да, не, да, да, который пальцы в раны вкладывал, Фома. Вот, его, значит, Христос отправил проповедовать в Индию. Вот, он, значит, сказал: все, идешь и Евангелие проповедуешь в Индии. А Фома начал: ой, я не знаю индийский язык, там все язычники, я не хочу никого переубеждать, я вот хочу где-нибудь здесь. А Господь ему говорит: не хочешь по-хорошему? Так, ну, значит, все равно пойдешь. Вот, и он сделал так, что его продали арабам, которые ехали в Индию на верблюдах. И, в общем, они как раба сделал Господь, что его продали в Индию. Вот. Да. Вот. Да, потому что Бог хотел через него спасти индейцев. Так вот, он приходит в Индию, вот, смотрит кругом много индейцев, вот, они кланяются, да, разным богам, да, там, солнцу, луне, деревяшкам, жабам, да, и считают их за богов, представляете? Вот. И он так расстроился и стал думать, что ж мне делать, как же мне их обратить. И Бог ему дал на ум очень прекрасную мысль ему привел. Он, значит, подходит к царю, царя звали Гундафор, вот, и он ему говорит: дорогой царь, меня зовут Фома, я великий архитектор, я приехал там из заморской стороны, очень издалека, я строю такие дворцы, которых вообще нигде нет на земле. Я вот хочу тебя построить. Ну, конечно, только не за бесплатно. Вот. А царь говорит: ну, сколько тебе нужно денег? А он говорит: ну, вот давай там несколько сотен мешков золота. Вот. И он говорит: ну, давай, все. В общем, буду строить там, ну, буквально пару месяцев, я все построю. Царь ему принес золото. Вот. Фома поселился в одном месте. Вот. И царю говорит: ну ты занимайся своими делами, особо за мной не смотри, а то тебе потом не интересно будет. А вот когда полностью построю, вот, то, говорится, будешь уже смотреть на целую постройку. Вот. И царь там пошел заниматься своими делами, там пировать, опять идолам кланяться. Вот. А Фома берет эти денежки, да, мешок, вот, и идет по всей Индии, вот, и раздает нищим. Вот, и говорит: берите и молитесь за царя Гундафора. И, в общем, он так в течение нескольких месяцев все это золото растранжирил, все его раздал нищим, а еще плюс половину всех этих нищих крестил и сделал их православными. Вот, то есть они... Царю понравилось. Вот, а царь, значит, он сидит, да, ему что-то не по себе, там уже несколько месяцев прошло, и он своих слуг послал, говорит: идите, проверьте, что там этот архитектор Фома делает. Значит, они приходят, вот, и видят, что Фома, да, просто там ходит с мешком, да, а на том месте, где он говорил, что будет строить дворец, ничего нет. Они докладывают царю, ему говорят: ну, Фома есть, да, половину, золота нету, остался один мешок, и вообще ничего не построено. Царь его вызвал: что это такое, что ты меня обманываешь? А он говорит: да я не обманываю, мне, говорит, просто немного не хватило денег. Еще, говорит, крышу нужно построить, может мне подкинешь еще деньжат столько же? Вот. Царь, а он говорит: да я тебе точно говорю, просто я вот решил его еще лучше построить. Ну ты же царь, я тебе хочу как можно лучше. Царь говорит: ну ладно. Дал ему столько же денег, и Фома по этой же схеме опять все деньги опять раздал нищим. Вот. Значит, слуги все это видели, там уже многие стали христианами, перестали кланяться идолам. Вот. Царь его к себе вызывает и говорит: ах ты такой обманщик, что ж ты сделал такое? А Фома говорит: да я тебе построил дворец, ты мне не веришь, что ли? Говорит: где он? А он говорит: ты его в этой жизни не можешь увидеть. Он такой: ах так, ты меня обманул, все, смертная казнь. Посадил его в темницу, вот, и через 3 дня сказал: буду тебя казнить, если ты не одумаешься. И тут в этот момент у этого царя Гундафора был его брат. Он в этот момент умер. Вот, его ангелы поднимают к Богу, вот,
и вдруг его брат видит в раю такой шикарный дворец, вообще там из золота, весь такой серебряный, вообще прям особняк такой в духовном, да, вот смысле. Он говорит, это, говорит, чей дом? Говорит, может, я там поселюсь? А он говорит, не, это царя Гундафора, ему он архитектор Фома ему дом построил. Ты что здесь? А он говорит, ну я тоже хочу. Ангел говорит, ну сейчас с Богом и мы поговорим, может он тебе разрешит. Ангел посоветовался с Богом, и Господь ему говорит, ну раз хочет, ладно, давай мы ему дадим еще немного жизни, чтобы он после смерти, да, смог покреститься, вот, и чтобы ему Фома построил такой же дворец. Ладно, давай его обратно на землю. А этого брата уже там царь его хоронит, у него слезы текут, ой, какой офигеть, у меня умер брат. Он про Фому даже забыл то, что он его хотел казнить, представляете, такая скорбь, умер родной человек. Его несут в гробе, вот, царь там плачет, думает, что ж так страшно. И вдруг, прямо во время похорон его брат оживает, представляете, оживает. И царю, да, и царю сразу же говорит, где где твой дворец? Я хочу такой же дворец. Царь вообще испугался, представляете, мертвый, аж он говорит, говорит, что за такое? Что, говорит, делать? Какой дворец? Я тебя не понимаю. Вот, и брат ему рассказал вот эту всю историю с ангелом в раю. Вот, и после этого вот этот царь Гундафор Фому отпустил, Фома его крестил его брата, также все деньги брата раздал нищим, вот, и построил ему тоже дворец там, в раю. Вот. Но были злые очень язычники, которые не захотели принимать православие, и они, знаете, что сделали с апостолом Фомой? Они взяли его и пронзили его 5 копьями. Представляете? Вот, на одной горе, прям за Христа его убили, за то, что он проповедовал православную веру. Ну, Фома, так как он не только другим строил, но он еще себе на небе дворец построил. Ну, правильно, понимаете, это же выгодно, да, как говорится, да, не только другим, но и себе тоже, да. Вот, да, и поэтому Фома, да, поэтому, знаете, Фома, он после смерти сразу же прямиком в рай. Вот. И естественно, он стал святым, и, кстати, и сейчас он всем продолжает помогать. Вот, так что, если у вас проблемы будут с духовным строительством, вот, как раз обращайтесь к архитектору апостолу Фоме. У меня такой вопрос. Вот в начале беседы говорили, зависит ли святость от статуса там, и так далее. Вот сейчас царь, у него было много денег, у него статус царь. Он построил себе царь из своих денег. Что делать обычному человеку, если у него нет денег? Он такой дворец не построит. Вот смотрите, святость, какой такой дворец может построить обычный человек? Вот смотрите, святость это не наличие дома. Вот опять же, наличие дома там менее богатого, более богатого, да, от этого святость не зависит. Вот, например, вот представьте себе, я, например, человек, да, если я, например, живу свято, да, я, например, могу жить где? Я, например, могу жить в каком-то шалаше, да, а могу жить, например, в 3-этажном коттедже. Вот. Но я от этого лично не меняюсь. То есть, вот, смотрите, по поводу царя, он за счет этого просто обустроил себе жилище в раю. Но святость в нем меньше, чем в апостоле Фоме. Знаете почему? Потому что более милосердие проявляет не тот, кто просто отдает свои средства, чтобы их пустили в духовный оборот и построили себе на небесах дворец. А большую святость имеет тот, кто другим строит такие дворцы. Вот. Потому что милосердие, вот я вам сейчас привел пример физического милосердия. Да, вот, когда вы заботитесь о человеке, да, и помогаете, да, ему обустроить либо жилище в раю, либо, например, если человек болеет, вы, например, исцелите его тело, да, или, например, если он голодный, вы его накормите, если нет одежды, вы его оденете, да, это все физическая милостыня. А есть еще один вид милостыни, духовный. И вот, например, если ты не царь, например, да, вот ты, например, просто там мальчик, да, вот обычный, да, ты тоже можешь достигнуть святости, но за счет духовной милостыни. Понимаешь, вот, например, в этом мире есть много людей, которые нуждаются в чем-либо.
Да, вот, например, кто-то нуждается в слове утешения, да? Кто-то, например, нуждается в том, чтобы узнать о том, кто есть истинный Бог. Да? Да, вот, то есть, и на самом деле, если душа человека больная, да, она вся в ранах, вот, а если мы своим словом уврачуем душу человека, да, поможем ему своим словом, мы таким образом проявим милосердие духовное. Вот. Но, что? Круче любых денег. Да, это круче любых денег, да, потому что за это Бог дает в Царстве Небесном гораздо большую награду. Так вот. Неусыпание веси Господи, и окаянные плоти мои, неможение веси создал меня, тем же в руце Твои предаю дух мой, во время прелома Твоя благости, да никогда усну. Наслаждение божественных словес Твоих, и воздвигни меня во время благопотребных Твоему славословию.